Да, ну, в начале новостного блока я поясняю за название стрима, да, что послужило идеей для названия стрима. А название стрима звучит как «Меценаты. Три точки». Честно говоря, ну, тема, как ни крути, блядь, очень скользкая и болезненная, сами понимаете, очень чувствительный вопрос. Поэтому разные были варианты формулировок, но в итоге остановился на самом безобидном просто слово «меценаты». Каждый додумает сам для себя, да. Идеей для этого названия, да, то, что меня надихнуло, то, что меня вдохновило на это название, послужила такая новость, что я в «Украинской правде», но это было в разных медиа, а источником был Facebook, да, Facebook Прокопенко. Значить, в «Українській правді» я прочитал заяву пана Прокопенка, азовца, да, лидера этой всей движухи. Не знаю, как просто по-другому это сформулировать на данный уже момент. Так вот, данный Прокопенко, он заявил о попытке дискредитации Азова. Попытки дискредитации Азова из-за выборов. Ну, наверное, правильно сказать, не из-за выборов, а перед выборами, да. Наверное, так. Ну и тоже это должно нас наталкивать на мысли. Да, перед выборами, говорит, дискредитация, говорит, попытка дискредитации перед выборами, и дал пояснение за, значит, за элитную недвижимость у своих замов. Так я узнал, что у его замов есть элитная недвижимость. В чем контекст? Контекст такой, что пророссийские источники, работающие на подрыв обороноспособности Украины, да, а конкретно Мирослав Олешко как какой-то там такой источник, скажем так, связанный, вероятно, с политической силой прошлого президента Украины, да, Петра Порошенко, и, ну, откровенно какой-то российский сексот Масейчук, сообщили о том, что у 7 замов, да, все известные имена из Азова, откуда-то во время войны появилась по квартире в Новопечерских Липках. Нужно пояснить, что Новопечерские Липки это такой ЖК в центре Киева, да, в Печерском районе. Самый элитный, самый дорогой ЖК в Киеве. Квартиры стоят там вообще 700, 800, 900 тысяч долларов. В общем, откуда-то они у них появились. Но изначально их версия была такая, да, этих сексотов и других, скажем так, работников на подрыв обороноспособности Украины в информационном просторе. Их версия была изначально такая, что они эти деньги из наволонтеренных, скажем так, они эти квартиры купили, да, деньги на них нашли из наволонтеренных денег. Значит, а Прокопенко говорит, что нет, это не так, мы готовы к аудиту. Наш благодійний фонд, там, или как оно у них оформлено, ФОП может, да, он готов к аудиту, всегда готов к аудиту и, в общем, другому финансовому надзору. А квартиры эти есть, то есть он, в принципе, подтверждает наличие этих квартир, хотя мог бы сказать, что документы подделанные, мне кажется, спокойно, да. Но таким образом он подтверждает наличие этих квартир и говорит, что, ну, нам много меценатов дает деньги, и в том числе по инициативе мецената было куплено каждому по такой дорогостоящей квартире. Но надо сказать, что меценат этот должен быть баснословно, как говорит Трамп, астрономически богат, чтобы накупить столько квартир. Также довольно интересно получается, что этот меценат, он обратил внимание на самых влиятельных военных в информационном поле, да, на военных с самыми хорошими политическими перспективами, на мой взгляд, да, на вот этих азовцев. На мой взгляд, вот эти представители, да, вот этого в широком смысле военного движения в Украине, да, которое будет пользоваться популярностью, у них, да, вот этих людей, у которых нашли эти квартиры, у них самые большие перспективы политические. И так совпало, что почему-то меценат именно на таких перспективных людей обратил внимание. Почему-то меценат не обратил внимания, например, на ту историю, которую я часто вспоминаю. Не помню имя, не помню фамилию. Фамилия Шумей. Семья Шумеев из Сум. История такая, что мужику на войне оторвало, ну, полголовы. И он проходит тяжелую реабилитацию. Ну, представьте, не может ни говорить, ни есть, но, в общем, в печальном состоянии находится. И при этом как-то он там идет на поправку. Им занимается его семья, отец, много об этом душещипательных репортажей снято разными медиа, в том числе и мировыми.
Думаю, вы все видели так или иначе, где-то натыкались на эту семью. И самое интересное, что в каждом из этих материалов, которые выпускают медиа, эта семья, она жалуется на то, что мы не получаем или получаем в малой степени поддержку со стороны государства. Почему-то на такую семью, например, очевидно, что, скажем так, политические перспективы не очень большие у этого Шумея, почему-то на них не обращают внимания меценаты. Ну, это просто попытаться больше дать контекста, да, и как-то расширить наш взгляд на этот вопрос, да, потому что если смотреть на него только так узко, то можно даже, в принципе, с этим согласиться. Ну, что, меценат дал, так, ну, вроде логично, герои были в плену, ну и вообще имена такие, понятно, синонимы героизма в Украине. Вот меценат дал им квартиру, вроде все справедливо. Но если посмотреть как-то более широко, добавить еще какие-то другие примеры. Ну, в общем, так вот получилось. В принципе, дал меценат всем квартиры. Да, ну, что тут сказать? Бывает. Идем дальше. Эта новость должна была быть, наверное, основной. Честно сказать, новостей не густо реально. Эта новость, она, наверное, должна была быть основной. Это то, что убили в России генерала. Наверное, самое такое мощное во всех смыслах, да, вот этот израильский образ, да, страны, которая истребляет своих врагов экстерриториально где угодно, да, причем вот таких даже настолько высокопоставленных, это, конечно, в России убили генерала, командующего РХБЗ войсками, да. Ну, не знаю, все, что я о них знаю, это то, что на коней там одевают противогазы, и то, что как-то так получается, что вот в их подчинении находятся вот эти огнеметные системы, там, Буратино, Муратино, ну и вот такого рода вундерваффе, да, о которых много мифов. Много мифов, но тем не менее, вы поняли. Не знаю, насколько это важно. Знаю еще, что этот человек, ну, тоже нужно понимать, я не буду корчить из себя человека, который это знал, да. В плане, мы все слышали рассказы о биолабораториях, мы видели, как какой-то серый очередной армейский российский штемп, да, такой наеденный, рассказывает о том, что в Украине биолаборатории, мандарины и комары наколоты. И вот этим штемпом наеденным был вот этот генерал, кто об этом рассказывал. Ну, это просто контекст. Фамилия у него Кириллов. Ее я тоже узнал, естественно, когда его подорвали. Ну, вы видели, подорвали его, интересно, подорвали самокатом, при этом зимой. Я не знаю, сколько зимой на самокатах люди ездят и как вообще вот этот самокатошеринг там устроен. А понимаете, я житель не городской и об этом не знаю. Ну, интересно, что подорвали его с катакатом. Это, ну, креативно. Я бы до этого не додумался, представьте. То есть реально надо думать. Контора работает, бюджеты растут, и кто-то смог додуматься подорвать самокатом. Это реально, по-моему, круто и войдет как это в аналы в истории. Почти что как пейджеры, да? Только масштабность меньше, но все-таки за нами так Америка не стоит, как за Израилем. В общем, да, подорвали с катакатом, вроде как какая-то там версия следствия российского уже есть, что был какой-то узбек вроде бы, узбек, которого завербовала СБУ и за какие-то там деньги, 100 тысяч долларов условно попросила заминировать скатакат и, в общем, подорвать его. Ну, вот такая история в целом. Ну да, обновление по Бойко, наверное, что-то нужно сказать, но я написал это одной строчкой: обновление по Бойко. Бойко за те слова вызвали вроде как на разговор в СБУ. После них он записал видео еще более безобидное, где сказал, что он никого не хотел обидеть, он ничего не имел в виду. Ну и действительно, из того видео сложно что-то сказать такое. Вы знаете, хорошие мысли на тот счет, наверное, нет смысла их повторять, лучше сделать рекламу, да. Хорошие мысли на этот счет написал, наверное, полностью все вычерпывающее. Написал телеграм-канал политтехнолога, да, Башко. Но я, может, с выводами только не согласен касательно того, что не оппонент. Скорее, как раз оппонент, но управляемый, в смысле ОПЗЖ, для слуги народа и офиса президента таким образом. Ну да, было голосование, какая-то пачка мутных голосований. Ну, вот сегодня какое-то яркое, будто бы что-то решающее голосование, за исключением Бойко из комитета по правам человека. Вы знаете, есть такой у нас комитет в парламенте по правам человека, и там был Бойко, вы представляете? Как так, блядь, человек с такой позицией оппозиционной может быть у нас там в каком-то комитете? Пытались его исключить с комитета, влияние реально на там законотворчество в наших условиях никакое такого решения, даже если бы его исключили. Понятно, что все остальное требует какого-то нереального количества голосов в парламенте, недостижимого. Ну и было бы странно, если бы парламент был так устроен, что по любой хуйне можно было людей из него исключать. Но, тем не менее, не переоценивая там влияние таких вещей, да, и вообще украинского парламентаризма на наше будущее, смотрим на это, в общем, прищуренными такими глазами. Договорняк.
Нюхачи договорняка 6. Давайте пройдемся по обновлениям договорняка. Ну, вы, наверное, знаете, и сегодня в чате мы уже как-то обсуждали, вы в чате писали, а мы потом вместе обсуждали, это то, что офис президента, пан Зеленский конкретно взял какой-то курс конкретный на унижение Орбана. Ну, то, по крайней мере, что я видел, я знаю, что там продолжилась перепалка потом где-то на уровне Твиттера, да, и обмена сообщениями между какими-то органами типа нашего Министерства иностранных дел и так далее. Но тем не менее, я сказал, что есть такие люди, блядь, типа вот, ну, как, например, венгерский Орбан, которые хотят что-то, я им не дам. Мы будем сами прямо устанавливать связь, и я никому не дам, и таким людям, как Орбан, не дам. Вроде спич хороший, патриотичный, но зачем там Орбан использовать как оскорбление? Мне кажется, это хамовато, и, наверное, нам ничего хорошего не сделает. К тому же, ну, наверное, невозможно спорить. Действительно, важность Украины сейчас вот на карте дипломатической США, особенная, безусловно, очень важная, да, с Украиной и украинским, ну, через голову украинского руководства действовать сложно, понятно. Но это все равно не отменяет каких-то личных связей, да, и личных отношений Орбана с вот этой современной администрацией, да, республиканской, Трампом и будущей, да, Трампом и его друзьями. Ну, наверное, этим не стоит пренебрегать. Просто зачем себе вредить там, где можно себе не вредить? Зачем что-то пытаться себе создать там, где это не обязательно? Мне кажется, можно было без такой остроты обойти. И опять-таки начинаешь задумываться, почему так, ничего на ум, кроме личного фактора, да, и, ну, там, какого-то вопроса эго, ничего не приходит. Просто из-за этого такие реакции и все. А в итоге пострадают все. В итоге пострадают все. Ну, в общем, вот так. В общем, вот так, посредников мы не потерпим. Дальше, друзья, у нас два интерактива. Давайте я с вами их посмотрю. Два интерактива, и один из них, он на тему договорняка. Приступим. Так, интерактив на тему договорняка. Наш любимый эксперт. Запускаем и слушаем договорняк. Немає на сьогоднішній день можливості провести переговори. Говорити про це ще раз медійно, будь ласка, можна скільки завгодно, але позиції сторін абсолютно не співставні. Україна говорить про те, що дивіться, хочемо провести переговори. Так, ми Это, видимо, глава Караил с ним поделился каким-то коксом, судя по війни там его дикому взгляду возбужденному. Обращаю ваше внимание на то, что Голованов, пока мы живем в прошлом, он уже живет в веке 22-м, поставил вообще на фон свою нейросеть какую-то, блядь. м'яко кажучи, не бажали. Ну ви ж розумієте, да? Ну це нонсенс і так далі. Але переговори про що? Переговори про міжнародне право. Давайте переговори про те недоторканність території. Будь ласка, Ну, это нужно ли говорить, что это, блядь, вообще, типа, поток сознания, чего он говорит, переговори про непонятно. гарантії безпеки. Ну в якості, наприклад, колективної безпекової архітектури, де Україна є членом альянсу. Будь ласка, і так далі. Або інші формати гарантій безпеки, які чітко убезпечать територію не тільки України, а взагалі країн малого типу Східної Європи. В который раз реально складывается впечатление, что он душевно больной. Я часто говорил, что вот на кого он похож, это на Папича, на Папаню в стиле изложения вообще своего. Чего он сейчас говорит? Вот недавно кто-то писал в чате, и я сегодня тоже, как обычно это бывает, гадил на толчке и осознал, что я, блядь, в корне не согласен. Зачем я тогда промолчал? Кто-то в чате написал, что ха-ха, вы так обсуждаете там политику офиса президента условно, или там, ну, якось інше управління нашою державою, будто бы они не живут сегодняшним днем и не решают просто проблемы по мере их поступления. Я, блядь, в корне не согласен. Это абсолютно не про них, это точно нет. Это точно нет, потому что они как раз наоборот, они не смотрят там ни на день сегодняшний, ни на день завтрашний, ни на перспективу там года, двух. Они живут, блядь, столетними какими-то категориями. Они никогда не пытаются сопоставить ни ресурсы, которые у них есть, ни положение, в каком они находятся. В общем, не пытаются сопоставить реальность со своими хотелками. Оттуда потом такой, блядь, бред, будто бы он рассуждает, будто бы ему есть что предложить, что или будет что предложить в будущем. Від можливої експансії Російської Федерації Давайте там, на послушаем. 3-4 етапі. Будь ласка, Російська Федерація говорить, перше, Тут такой щас ми перл не буде. програли війну, ми її виграли. Фіксуємо це. Далі, ми хочемо отримати прибутки з цієї війни у вигляді територій, доходів, репутаційних доходів, мілітарних доходів, скажімо так, економічно-фінансових доходів. Які це? А це ми хочемо розробляти родовище, наприклад, України в повному обсязі і домінувати в певних сегментах глобального сировинного ринку. Ты понял, блядь? Как это связано с войной, блядь, не знаю.
То есть вот это доминування в певних сегментах ринку мирового. Ну, тобто, конкретні є умови. Ну, давайте не просто абстрактно переговори. Знаєте, трошки я ж кажу, я розумію, що світ поступово стає все менш інтелектуальним. На жаль, ну розуміємо. Да? Ну, тобто, трошки, ну, як це? Ти втомлюєшся використовувати Посмотрите на реакцію нейросеті Голованова. логіку, ти втомлюєшся думати, тобі хочеться простих рішень. Ми ж це бачимо і по виборчих перегонах в різних країнах, і по дискусіям, які домінують. Вы поняли? Это типа, ну, намек, видимо, на кампанию избирательную в Америке. Типа, посмотрите, как мир деградирует реально. Мы тут одни остались интеллектуалы, кто мыслит категориями тысячи лет. Мне кажется, это упрощение сильное. В глобальному просторі, і по там 10 мільйонів переглядів в Тіктоці. Да, 10 миллионов. Блять, реальный приговор это то, что этот кал кто-то регулярно смотрит, и они его снимают. Да, это, конечно, говорит. Чи в Ютубі певних многом. матеріалів і так далі. Ну, тобто, от люди, переговори. Але переговори – це ж конкретні субстрати, субстанції, про які ви будете говорити. Ну, давайте, Конкретные субстраты, блядь. де ви готові? От що ви готові? От про що готові? Всі готові до переговорів? Ну, так, Субстрат в мешке знаєте, такой. да. наївно так. Ви готові до переговорів? Я питаю, про що переговори? Ну, субстрат назвіть. Слово переговори подобається. Ну так ви виходьте там на вулицю і говоріть по 10 разів, дивіться в одну сторону, в другу, в третю, і вам буде переговори. Ну я не розумію просто це. І так само оці аналітики, які пишуть переговорний процес, це ж круто, давайте вже почнемо переговорний процес. Ти задаєш питання, логіку, а ви з російською стороною говорили? Ви бачите, що вона пропонує, на чому вона хоче зосередитись, що вона хоче отримати? Чи ви вважаєте, що можна Тоже сложно понять, типа, логику. Он хочет, чтобы говорили с российской стороной и спрашивали, что она хочет, что она хочет? Или в чем его логика? провести переговори тільки за рахунок України, щось віддавши, забравши у України? Ну це круті переговори. Ну тоді самі проведіть ці переговори, щось своє віддайте замість України. Це буде круто тоді. І так далі. Я про те, що треба все ж таки об'єктивно дивитись на реалії. А реалії сьогодні такі. Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу, про що постійно говорить президент України. І в цьому є абсолютна логіка і цього моменту, і взагалі 3 років війни. Да. Не, ну, в конце, наверное, он прав. Ну, блядь, какой же он дегенерат. Я в охуевозе, блядь. Это реально тупейший человек в натуре, которого заносило на такие высоты, которых я видел, блядь. Ну, он просто совершенно... Жесть, короче. Ну, аж отбирает дар речи, блядь. Еще одна новость. Служба безпеки України викрила одну з найбільших агентурних мереж. Служба безопасности Украины раскрыла одну из самых больших агентурных сетей с начала войны, которые они раскрывали. Значит, целью этой агентурной сети была охота на истребители F-16, да, которые Америка поставила в Украину. Я эту фотографию, я ее сюда вам показал только для того, чтобы показать вам, собственно, этого шпиона. Все там они были военные или чиновники, в общем. Но обращаю ваше внимание, что почему-то на этом агенте я не наблюдаю, например, поповской рясы московского попа. Где же она? Нет, напротив. Я здесь вижу потужного нашего живчика патриотичного. Так он в портке обжал себя. Вообще, ну такой человек честный, я бы ему всегда везде помог, такого увидел бы, да. Это просто на тему того, что люди мне никогда не верят, что логика вроде простая, что если ты шпион, наверное, выгоднее скрываться за вот такими, блядь, реально. За вот таким образом, да. Ну, кто не знает, я так хожу все время вне стримов. Да, ну, в общем, вот такой вот юмор, в принципе, про агентурную мережу завербованную. Да, ну, было еще у меня одно интерактивное видео, я, может, его просто как шутку покажу, не то, что мы там любим этот вопрос, но материал CNN. After 3 months in a window Материал CNN, контекст такой. Узник, сидевший долгое время в асадовских тюрьмах, вышел на свободу. cell, he can finally see the sky. انت حر يلا ضو انت حر لا يلا ضو روح يلا يلا حد اصابك My يلا ضو God, the light, he says. Oh God, there is light. My God, there is light.
Ну, в общем, короче, оказалось, что это какой-то один из командующих асадовской какой-то там внутренней гебухой, да, внутренними силовиками, каким-то асадовским СБУ, асадовскими чекистами. Какой-то внутренней безопасностью его посадили месяц назад, там где-то проворовался или что-то не поделил. Но как красиво он откинулся все-таки. Не мог вам даже этого не показать, хотя понимаю, насколько вам на такие темы похуй. Ну, в общем, вот такой материал. Все, друзья, новости закончились на этом. Да, читаю ваш чат. Также принимаю пожертвування від меценатів. Ну і чекаємо, звісно, військових у політиці. КВН, КВК, до речі, правильно казати. Цікаво, є тут люди, які були в цьому КВНі, КВК, в этом, блядь, ну, в університеті, тут є люди, які в ньому учились. Люди воевали, заслужили, я полностью сгоден. Так говорят, что элитой Украины должны быть военные. У них элитная недвижимость нашла. В чем проблема? Я согласен. Арестович кинул, что в этих квартирах семьи верхушки азовцев жили под охраной, так как за ними охотится ФСБ, якобы их срочно выселяли оттуда после публикации доков. Это похоже на правду. Кстати, касательно охоты ФСБ, куда-то пропал Илья Богданов и так не появился. Помните вы эту новость? Он работал вроде как в пресс-службе РДК, у него был ресторан, ну есть, да, в Киеве Пянсе на Подоле, и вот он пропал где-то и не возвращается. Может, Бойко по пьяни поспорил, что запишет видео, скажет то-то, 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 и сейчас с него собутыльники ржут, может такое быть? В бане, да, как у них это бывает. Буде новина про реп-баттл Любарського і Портнікова, я не то, щоб там дуже пильно дивлюсь за цим. А які там оновлення? В Украине выборчая кампания была, конечно, интеллектуальная, но это надо быть полным кретином, чтобы пытаться выборы оценивать через призму, блядь, интеллектуальности и неинтеллектуальности, чтобы это, блядь, не значило. Это надо быть, блядь, полным, конечно, кромешным кретином. Что это нахуй значит, ну я не знаю. Это жесть, конечно. Переговори це джин у пляшці, я згоден. Субстанції в організмі, не субстанція, а субстрат. Може, воно набухане в ефір виходить, нанюхане, я думаю. Як повороти вліво-вправо втамують мою обсесивно-компульсивну жагу казати слово переговори. Ну, треба казати їх про себе зранку багато разів, а потім не казати цілий день публічно. З такими темпами падіння якості публічних виступів наших спікерів скоро всі будуть слухати тільки Рашку, а не Подоляків. Ні, ну Подоляк завжди вирізнявся дегенеративністю, завжди так було. Мы просто редко натикаємося, слава Богу, но там його коли не включимо, одно і те ж. Україна і РФ готові до проведення діалогу щодо завершення конфлікту. Майбутній спецпредставник по Україні Трампа Кела, хорошо. Да он що, блядь, не слышав, що сказали? Там була якась, можливо, Buffalo Bill, можливо, дійсно. Там факт-чекінг, не то, що я розбирався, хто он там. Там була якась новина ще про бригаду, але я готовий до цього, до факт-чекінгу. Ми завжди готові. Там була якась новина ще про бригаду, в якій до Христа когось прив'язували. Ну, це наче російське ІПСО, тому я з цим не знайомий. Куницкий всплыл в США, американские гаишники, трепещите. Главное, чтобы он не слушал вот этот совет, где типа, когда вас останавливает американская полиция, то нужно быстрым движением достать лопатники, показать документы, да. Трепещите. ЗП Алекс выходит на охоту крепкую. А в США ведь так с мусорами не побазаришь мощно, да. Вы, папа, давай будет, да. Будущий спецпосланник Трампа по Украине Келлог заявил, что убийство Кириллова не было разумным шагом со стороны Киева. Ну, он нас будет учить, что разумный шаг, а что нет. У них там снижение интеллектуальности идет, между прочим. Ну, типа Т-канал, сайт, блог на медиуме, твиттер. Есть какие-то площадки постоянного присутствия, то есть, что можно было считать позицию комплексно. Дмитро, ти її просто питай і все. І там воно ссылки, диви, телеграм-канал є, да? Еще куча всякой хуйни. Я уже там, блядь, миллион часов в интернете засрал своими мыслями, слушай. Да, ну в общем, касательно Т-канала, он в описании каждой записи стрима есть. Тебе не кажется, что люди в политэстеблишменте Украины демонстрация самых плохих черт демократии, власть народа, хули? Не считаю, потому что не вижу этому альтернатив. К тому же, ну, наши проблемы, они не в этом заключаются, да, там зависимая судебная система, вряд ли это какая-то черта современной западной демократии. Зачем тебе банка меда, да, это разочарование, пишет в чате на
на ютубе. Я уже ответил, это не мед, здесь была филижанка кавуси. Посмотрел тикток Бойко, он много подобных видосов снял, откуда такой переполох на этом конкретном, не понял. Блять, да сам не понял, в чем здесь была, в чем здесь была идея, да. Ну, заработать очков на отравле там этого Бойко. Ну, наверное, это молодежь же, да, придумала. Наверное, где-то источник начала у этого, наверное, какой-то условный Лоченков, да. Это, наверное, в его стиле. Но я не следил реально, откуда эта волна поднялась. Ну, правильно обращает внимание Бушко на то, что они, конечно, ему создали такую популярность, потому что без этого хуй бы кто на это обратил внимание, правда? При том, что много есть реально более чего-то острого. Там, например, в начале войны, как он у Соловьева был, да, там, или что такое. Я про то, если другие форматы статьи, популярные публикации или просто публичные треды, какие-то, как помимо комментирования актуальных событий, ну, кроме видео на ютубе и каких-то там пары постов, закрепленных в телеграм-канале, нет. И слава богу, да. Здесь начинается фрагмент общения с чатом перед новостным блоком. Я жду, пока сойдутся люди. Друзі, економічна правда склала музичну мапу, мавпа Лупиздрик, склала музичну мавпу України у 2024 році. На ній опинилися кілька російських виконавців. Що ж ви, суки, наслушали? Так. Ужгород. The Weeknd. Да. Одеса, Дніпро. Скриптонит. Дніпро, Полтава. Гіо Піка. Чернівці, Ужгород. Макс Барских. Ну, это вроде все из такого, что заслуживало нашей уваги. Гоя Пика. Я не знаю, Гоя Пика, что это такое. О, Гео Пика це щось народне, ну, можна і так сказати. Это нео-шансон Гео Пика. Чат на ютубе. О, здравствуйте, господа, рад всех видеть, рад вас видеть. Этот чат все равно никто не читает, поэтому никто не узнает, что я ухилянт. Привет, хорошего стрима. Как насчет ДС после? Посмотрим, не знаю, что там ловить. Ну, можно собраться. Запорожье, Валентин Стрикал. Вы можете самі подивитися, шукайте економічна правда. Там нихуя непонятно. Я думал, то мапа, а то не мапа, то хуй помешал, в принципе, если честно говоря. Картой я бы это не назвал, какая-то инфографика. Ребятки, пишем в чат, погода грустная, но в нас в чате Новый год, ты знаешь же, Карас, я вот со старостью возраста, да, стал замечать, что я не одинок, потому что раньше всегда чувствовал себя одиноким в том смысле, что с чем у меня реально ассоциируется Новый год, и, ну, где-то года 2 или 3 назад казалось, что я один такой душевно хворый, у которого Новый год, потому что этого нигде не было представлено в информационном поле вообще в плане мемов, что я один такой душевно хворый, у которого Новый год ассоциируется, например, с довольно конченными и кринжовыми, но мы же их не выбираем, да, это просто часть нашего кода, да, это то, что было в детстве. Конченых и кринжовых новогодних мюзиклов с сердючкой. Ну, например, «За двумя зайцами». Не знаю, кто там их делал, ставил, но вы поняли, да? Там, по-моему, еще Зеленский черта играл. Ну, может, это не там было, неважно. Важно другое. Важно, что я сейчас, вот, особенно в этом году, но уже несколько лет перед этим, стал замечать мемы на этот счет, что не только у меня одного так. У многих так, у многих так. То есть мое поколение, оно подрастает, делает мемы, блядь, появляется везде. Вот так. Все, что могу тебе сказать про Новий год. А електрохарчування то цілий день присутнє. Не знаю більше, що надо ухилянтам, щоб вони ідеально жили. Я повністю згоден. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Вже підготувались до Різдва? У вас, до речі, ходять колядувати? Звісно, ходять колядувати. До Різдва не готувалися. У кого дуйки лучше? Опять начались провокативные вопросы. У Янины или у Седуковой? Но мне потом опять скажут, что у меня сальные темы на трансляции поднимаются, так что я не буду никаких оценок раздавать. Такая сигарета, что я прям надо... Сердючка, секс-символ. Сердючка наша, драг-квин, реально, да.
Працівники ДБР та Офісу Генпрокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Видели, как он пышно жил, да? Бывший военный тоже попал он на эту должность через игры Незламичей. Как-то так. Игры Незламных, типа. Там этот. Ну, загуглите, узнаете, что это такое. Где-то там вроде его заметили. Как пышно жил, вы видели? Вообще с коксом не расставался и шишками. Так что даже когда брали, с ним они были при себе. Ну, слушай, хорошо. Наверное, это самое. Ну, как может быть? Хотя там деньги какие-то космические. Ну, может, как-то рассказать, да на фронт сошлют. Не мои мысли, да. Как говорит Дональд Трамп, астрономические. Бабки там астрономические, це факт. Ой, ухилянт колядує, де кордон, там ночує. Дуже гарно. У сердючки бубсы топ, факт. Что там, игры будут до Нового года? Ты говорил, что хочешь постримить их. Ты представляешь, да, вчера поставил какое-то обновление новое на Wukong, которое весило 150 гигабайт. Ну, то есть нужно было для установки, это загадочно. Нужно было для установки 150 гигабайт, но оно весит 5 гигабайт. Ну, это я не знаю, как назвать, но как есть. А зашел я на Українську правду, чтобы найти слова омбудсмена по правам людини Дмитра Дмитра Лубінца на тему того, що ближайшие пару недель чи месяцев станет известно, были ли, загадка, да, были ли пленные на борту сбитого Ил-76 на Белгородчине. Что-то мне подсказывает, что все будут в шоке. На Гитлера похож еще сильнее. Это видал новый причесон у Трампа, будто в одесскую цирюльню сходил. А ты как считаешь, были или не были? Не знаю, честно сказать. Думаю, были. Но, видимо, число их небольшое. Что-то Лубенец добрый сильно. Наверное, любовница из Парижа вернулась. Бусификация снижается. Ну, типа, темпы. Чи как, блядь. Ну, короче. Я думаю, как они, типа. Ну, вот, было много мобилизованных, сейчас мобилизованных меньше становится, вроде как. Вывод какой? Значит, бусификация тоже снижается. По-моему, нормально. А вот тепер. Українська правда. Це вийшло тільки що прям. Експертиза тіл, як стверджує Росія, є рештками українських військовополонених загиблих під час падіння Іл-76, да-да-да, може тривати до 2 місяців, заявив Лубінець. А, так их повернули, ці тіла, и теперь украинская экспертиза будет разбираться. Ну, тут уже все более теперь стало размыто и политизировано. Зеленский опять встречается с Макроном. Знаем мы этого Макрона в Брюсселе, да? С Макроном сегодня ждем потужных новостей. Может, завезут французов к нам на границу? Конечно. Конечно. Может, новую бригаду создадут. Старая-то что-то там, говорят, плохо ей стало. Расформировалась она. Можно новую создать. Я маме купил на елку бусы из сандалового дерева. Показал с исламе. Теперь тебя бусифицируем. Ну и шутки у вас. Додивився Маркуса? Ні, не додивився. Сьогодні майже додивився другу частину. А нафіга жити без коксу і шишла? Гарне питання. Ну, коли ти знаєш, що... А ти знаєш, наверное, що скоро будуть тебя брать, ну, можно было их где-то оставить в другом месте, не знаю, у любовницы. Ну, не дома. Короче. Ну да, и не в кармане, типа, не вот этой барсетки сумки. В Дніпрі і Полтаві колядують фонтанчик з дельфіном, да. Ну, так, наверное, оно і є. Пам'ятаєш, типу, закон за заборону зйомки Мосфільму по Україні? Здається, побухтіли і забули. А ІПСО тільки більше щомісяця. Ну, видимо, не хватило сили дожать. Ну, представити ж. Заебешься столько случаев, заебешься сажать людей. Типа, есть какой-то предел разумной логики, понял? Возможностей такой хуйни. Я думаю, что это бесполезно, типа. У каждого есть телефон. Военное положение снимать нельзя, знаете. Зачем Зеленский и офис ссорятся с Орбаном? Пуши, блядь, тупые, не беспредельная какая-то глупость. Эго задето было. Другом Трампа, одним из главных, блядь, друзей Трампа в Европе, если не главным реально. Причем давним другом Трампа. И немного обесценивают Трампа своими. Ну, я не знаю, как там Трампа обесценивают, нет, но... Мне кажется, зря они так публично ведут такую дискуссию, да, хамскую. Публичную и хамскую. Зачем? Типа, ничего же не добьемся все равно. На кого это рассчитано? Что это кому должно объяснить, непонятно.
Ну, я вообще не знаю, там все вокруг вот этого загадочного прекращения огня ходит. Ну, типа, можно было просто на него не соглашаться и, боже, глаза так болят, я не знаю почему. Не соглашаться и занять ту же позицию, какая у них и была. Молчать, блядь. Типа, мы ничего не знаем, ничего не предлагали, все, ничего мы не знаем. К тому же в этом плане, там, в плане, не хотим плодить посредников, ну не плодите, зачем публично хамить, зачем это в паблик выносить? Не плодите посредников, все равно добиться мира, добиться подписи от Киева можно только от Киева, и тут, по-моему, некуда деваться. Новая прическа Трампа обесценит его, всі обсуждають, там мені как-то без разницы. Бо їм тексти Лачен пише, а він по-іншому не вміє, ну так що ти хочеш этот... Мажорик, включит на своей бэхе геопику и тоже давай с шишками гонять, да, там где там по Киеву, да, с одной квартиры на Липках в другую меценатскую. Чиназис Саундрес. Денис, пошел бы на выборы, будь на то финансы. Да не выбрали бы, этого ж мало финансов. Не знаю, ты знаешь, Джаракс. Ну, я понимаю, пускай будет. Долблюсь в глаза, долблюсь, конечно. Пускай это будет абстракция такая, да, если бы реально была возможность. Не пошел бы, с одной стороны. С другой стороны, в чем тогда смысл вообще разговоров, если нет готовности, да? Нужно хотя бы ментально быть готовым, да? Блять, да що за хуйня? Ну чому так болять очі, блядь? Це від того, що я вас побачив. От того, що я вас увидел, пацаны. И чем больше смотрю, тем сильнее болят. Я не знаю, вот Quiet Luxury пытаюсь найти реальную логику в их словах. Я ее не могу найти. Реально, в чем заключается смысл такого хамоватого поведения? Ну, наш президент много об этом говорит, что он такой обычный исхидняцкий. Ну как, знаешь, как там все вообще люди, каких повадок, какого менталитета, да, с тех регионов Украины. Ну, как бы сказать, схидняцкое быдло, да, могли бы сказать. Такой пацанячий. То, может, оно прорастает, да, все-таки влияние большое, неизбежно начинает строить статус всей нашей дипломатии такой. Ну, это я просто пытаюсь какую-то логику найти, потому что реально какой-то целесообразностью это объяснить сложно, даже политтехнологической. Украинцам сейчас, блядь, есть, пить, блядь, свет, тепло, им там Арбан, не Арбан, похую. Причем еще и когда Арбана пинают за попытку войну остановить, я думаю, что там политтехнологически оно в плюс нихуя не играет Зеленскому. В глазах українського народу, звісно. А пародію на пана президента Трампа зняли, то зі старою зачіскою. Треба перезнімати тепер. Да, я видел, ну не знаю, что там все так возбудились, я думаю, всем будет похуй. И вряд ли же его там покажут в плохом свете, наверное, в среднем. Як думаєш, який вплив матиме передача від крінжі 7 обіцяних 50 ярдів, крім збагачення влади? Якщо крім цього ще щось буде. Ну як, передадуть, ну, видимо, не все сразу, а там на долго растянут это время. И на какой-то кредитной основе. А какое влияние? Да никакого. Ну, типа, будет дальше жить Украина. Не умрет, не обанкротится, в смысле, не сбанкрутуя, не дефолтнется. Вот и все влияние. Пошел бы на выборы, если бы у тебя была неуязвимость к пулям. Да на пули похуй. За Бойко взялась. Столько патриотов пытаются хайповать на нем, что аж тошно от них. Ну так... Ну, а, кстати, пишет это в чат Ермак ни много ни мало. Андрей Борисович, витаю вас. Вы меня не разведете, не проведете. Я с патриотами. Бойко кал. Российские нарративы кал. ОПЗЖ кал. Все это кал. Действуют они в интересах России. Мечтают, чтобы свою власть передать россиянам. Да. Я східняк, это приговор. С таким диагнозом можно жить. От що буває, коли третій сорт. Да, їх Україна. Бля, хочеться цього Різдва. Колядувати. Нова чиназис стала. І саундтрес предвічний народився. За Бойка не взялись. За Бойка взялись, если его сразу посадили. А так все нормально. Все продолжится, как было. Очевидно. А может еще и сядет. Сядет когда-то точно, а куда ж деться тут. А що тут шукати сенси в цих повідомленнях? Зараз агресивно бидло в тренді. Такі часи, така времена всегда одинаковые, наверное, і в плані тренда на бидло. Хто кому напхав, той і красавчик. Плив в соцмереж, так сказать. Разве, блядь? Я не знаю, мне кажется, не тот случай, абсолютно. Просто у этого же могут быть и последствия для нас какие-то ощутимые. Ну, вряд ли мы себе лучше сделали, то, что так хамим, ну, реально каким-то друганам Трампа в Европе.
50 миллиардов немала сумма. Думаю, такими ресурсами. Ну, они же не в один день поступят, правильно? Я там не интересовался, честно говоря, но думаю, что все фінансування і у итоге они плюс-мінус такі, а сохранить Україну на плаву. Якщо б одразу повну суму дали, то ефект мін будь узагали приголомшливим. Стільки необхідних корисних проєктів можна було б реалізувати, але не з нашими регулями. Ну да, но они же не дадут все сразу, это смысла теряет. А касательно экономики, для меня только одна переменная была, типа, пойдут ли они на повышение налогов и попытку урезать такими жестокими методами теневую составляющую экономики, да, ну, в смысле, вот эти регуляции банковские. Пойдут или нет. Но если уже пошли, то похуй. Могут там финансировать, не финансировать, все равно это никогда уже взад не повернут в ближайшее время. Окрім Макрона, Зеленський зустрінеться із цілою низкою лідерів у Брюсселі, будуть обговорювати справедливе закінчення війни. Красавчики, пускай обговорюють. Йоти, Українка, привіт. Арбан, походу, обідився. Нащо так з дядьком? Не знаю. Ну, я не знаю, обидевся он или нет, но... Он не обиделся, он выводы сделал, наверное. Я просто не знаю, зачем так делать. Типа, а в чем смысл, блядь? У чем смысл? У чем смысл? Не, если без иронии, то я, наверное, тоже за то, чтобы там пишуть, просто що буває, коли третій сорт дорвався до влади, то я б, наверное, тоже в Украине видел бы, наверное, скорее, ну, в той Украине, старой довоенной, я бы видел, конечно, скорее у власти людей с заходу Украины, как бы то странно не было, потому что они не такие манкуртизированные, как люди с востока страны, и, ну, Киев это просто каша-малаша, даже не стоит. Не стоит ее здесь нигде вписывать, потому что потом ничего не стоит ни слова, ни культурная принадлежность человека, потому что он обычный советский продукт, как Зеленский. Он ничто, в смысле культурном, да. Ну, в общем. Очень часто люди с захода Украины, у них нет такой проблемы, да, они лишены всех этих, блядь, болезней, которыми болеет центральная и восточная Украина. Или болеет, не дай бог, вот такой вот промышленный юг или восток страны, где вообще все это оно появилось при Советском Союзе, как таковое. Короче, Зеля уже ничего не ждет от Трампа. Он его нахуй послал, теперь что-то мутит с Макроном. Ну да. Розкажи, як ти, да, до колдуна нахуй послав. Я на 2Х подивився всього Маркуса. Він говорить на рівні звичайного грантаїда, тому все зрозуміло. Ну, нормально він говорить. Уїбани хотіли урізати чорний бізнес, але прорахувались, урізали білий бізнес. 22,5 тысяч ФЛП прекратили деятельность в Украине после подписания закона о повышении налогов. Open Data Board сообщает, что 29-го день подписания закона свой бизнес закрыли сразу 2232 предпринимателя. Я не знаю, много это или мало после этого, в среднем... Ну, слушай, я ничего не могу сказать тебе об этом, потому что... Я понимаю, ну, скажем так, как это мне выглядит, да, наверное, там Минфин, блядь, комитет налоговый, финансовый, ну, в общем, вся экономическая власть Украины, да, наверное, провела какие-то подсчеты. И это решение показалось им целесообразным финансово. Но моя аргументация заключается в том, что оно, наверное, целесообразно в краткосрочной перспективе, да. Но в перспективе лет 10 последствия, наверное, будут для нас негативными. Ну, это мои эти, блядь. Это вы всемирно известный подкастер. Подкастер звучит как скейтборд, блядь. У него есть левый. У меня есть подкаст на Spotify для домохозяек. И на Apple Podcast. И там человек 5 его слушает. Спасибо им. Ну, я еще нигде просто не постил эту мульку. Обідався, бо якусь відписку вже опублікував. А що там он опубликовал? Ну, я уже не помню. Он написал, что я просто предложил обычное прекращение огня. Ты скажи, да или нет? А ему сказали, ах ты конь. Промышленный юг, нащадки козаків. Либертарные лошадки страны так-то досхуяли, кто там кого нащадок. Там все заселено было так масштабно и густо в советские времена, да. Там от тех козаків и памяти не осталось. На Новый год какие планы? Так, как обычно, посидеть, постоять, потом лечь спать. Попи позакривалися швидше за все, дублюючи всяких товок. Ну, товки так товки. Іншалла, брате. Україна планує запрошувати до 400 тисяч мігрантів на рік. Вау, Денисе, а чи не будемо ми
на кліриках, на вулиці молитися, на килимках, на ковриках. Денисе, а чи не будемо ми на килимках на вулиці молитися через рік такими темпами? Ну, это мне напоминает одну историю, как я студентом как-то в один из разов пошел на лесной рынок шмотки искать себе, да, с трупов европейских. И что-то типа надо было примерить, я давай искать примерочную, зашел в какую-то комнату, смотрю, такая маленькая комнатка, ну как примерочная, и коврик такой красивый лежит. Только я хотел зайти в ней, ну, раздеваться там, примеряться, как меня останавливает продавец и не пускает. Как я потом понял, это, видимо, был его микромечеть, молильное место для совершения намаза. Ну, в общем, все, что я могу сказать к этим словам. Я уже много раз говорил про мигрантов. Никто нахуй сюда не поедет никогда. Блять. Может, будет это место как перевалочная база. Можно будет, как белорусы, шантажировать европейцев, Орбана, любимого, мигрантами. Что мы вот привезли 3 вагона мигрантов. Если, блядь, сейчас нахуй не сделают что-то, не сделают, мы их сейчас выпустим к вам в Венгрию, нахуй, Карпатами. Решайте, вот вам сутки на роздум'я. Яка і пса? Динаміку дивіться. На ресурсі Open Data Board не несіть хуйню. В 24-му році було закрито 1817 ФОПів, в цю ж дату у 23-му закрито 14 ФОПів. Ніхуя себе. Мощно ты их разъебал. 14 против. Вот видите, факт-чекинг важное дело. А помнишь, как консультант в туалете дрочил со звуками адскими, а там были адские звуки? Ну да, ну это одна из историй, но она не какая-то жесткая. Ну поехал я как-то в эпицентр с другом, а перед этим, пока ехали на заправке, купили кофе. Ну кофе, сигарета, естественно, дно вышибло капитально. И вот я уже бегу, теряю кал в туалет в эпицентре, это эпицентр на Окружной, такой старый, да. Бегу туда в туалет, забегаю, а там, ну, типа, люди есть. Это утро рабочего дня, но люди есть. Так, ну, человека 4, немало людей ходит по туалету, и типа кто-то еще есть в кабинках, и одна кабинка крайняя. Ну, вы знаете, кабинки там не до пола ограждения, а типа там полметра, может, еще есть, да, пространство. Ну и верх тоже не огражден. Ну, но выше головы ограждение. И вот типа свет, источник света бьет в эту кабинку крайнюю, да, и по теням на полу видно, как мужик дрочит там, да, какой-то. Я охуевший. Но приперло срать капитально. В общем, что-то меня посрало. Потом вышел и увидел этого мужика. Это консультант по обоям. Потом я ходил, он там обои людям предлагает. Ну, блин, тяжелая работа. Нужно, если идем уже в Европу, да, идти не просто догнать, а перегнать Европу. Обязать всех работодателей от какого-то количества штата мужчин, да, комнаты дрочильные, чтобы были. Там звукоизолированные, закрывающиеся. Бо это же не человеческие условия. Кажется, консультант по обоям дрочил на кафель. Ой. Ну, Лубінець каже, що ми майже побороли бусифікацію. Ну, я на початку стріма казав, це, мабуть, через падіння темпів мобілізації, результатів. Кажуть, що вони стали менше. Ну, логічно, значить, бусифікації стало менше. Я думаю, така логіка. ФОПи закриваються, тому що багато бажаючих долучитись до ЗСУ, а служити і вести бізнес одночасно заборонено, якщо ти не одеський ТЦК. Дуже слушна думка. Купил сегодня шайбу снюса. Попробовал одну как вот эту хуйню. Какая-то она совсем, блядь, каловая. Ебать, от нее рот разъедает. Так что сижу, курю детские сигареты. Заходит в сортир, понятно. То он клей делал для обоев. Вот это сейчас читаю, телеграм-канал политтехнолога запостил новость про ебатькивщину. Минсоцполитики, баба говорит о том, что, ну, опять-таки, создают новое министерство люди. Рассказывает о том, что мы планируем создать какой-то додаток, ну, в общем, работаем над программами, которые будут направлены на граждан Украины за границей. И мы уже работаем над цифровыми инструментами, один из них это приложение, а пока что мы называем его «Ебатькивщина», чтобы вы понимали. То есть, как бы ебать там, получается, будет ебатькивщина, а там будут, видимо, ебалы начисляться в нем. Ну, в общем, да. И я думал, выписывать эту новость или нет. И, ну, как думал, в смысле, искал аргументы и начал гуглить. Нигде не нашел реально первоисточника. Однако это украинский национальный новинный портал. И он как бы основной источник, который ссылается на какой-то форум, где это Минсоцполитики, баба об этом рассказывала.
Поэтому я решил, что это, скажем так, недостаточное доказательство, и решил эту новость не выписывать. А вот сейчас политтехнолога ее, она уже со ссылкой на какую-то другую хуйню, где наверняка ссылка на украинские национальные новины, постит это. Но, друзья, абсолютно далеко не факт, что это реально. Более того, я думаю, что это, наверное, какой-то нахрюк потужнючий. Касательно єбатьківщини. Останнім часом якась дикуха проти Лачена і Притули несеться. А що ж буде, людоньки? Що буде, людоньки? Я бачив, Мольфар бореться з такими атаками потужними. Хуй совладаешь с этими атаками. Мощнейшие атаки на крупнейшие волонтерские фонды Украины. Агенция Мольфар, она борется с ними и выпустила, значит, не постеснялись они это назвать, расследование. Расследование про то, откуда и кто типа стоит за атаками на крупнейшие украинские волонтерские фонды, атаки по линии, что они спиздили деньги, да. Ну, вы представляете, у каждой такой параши есть криптокошелек свой, и там тень полная в финансовой отчетности, просто огромные бабки лежат, перетекают куда-то, переводятся, блядь, там исчезают, появляются. Чаще исчезают, конечно, без всякой отчетности. Я думал изначально, когда я читаю, что там мы доследили что-то там, или мы разобрались, я думал, там будет факт-чекинг по линии, что вот эти хуи пишут такое, но это неправда, смотрите, вот наша отчетность по этим криптокошелькам, понятно, какая она может быть, непонятно. Как они часто говорят, мы всегда готовы мы всегда готовы к проведению полного аудита наших фондов. Они-то все готовы, но что-то эти аудиты не проводятся. Ну, в общем, нет, вы представляете, там нет никаких опровержений. Там просто они источники, как бы. Вот этот человек, там, плюс-минус, он аффилирован с европейской солидарностью. Неудивительно, что они к таким выводам приходят, потому что понятно, что этих волонтеров там и других проходимцев их критикуют их критикуют так или иначе оппозиционные голоса. Почему? Потому что все эти волонтеры приблотнились к действующей политической силе, да, примазались. Это очень закономерно. Из этого это ложная логическая цепочка, из этого делать вывод, что за дискредитацией, то есть сначала надо доказать, что это дискредитация, да. Когда они рассказывают о пророссийских каких-то деятелях, то они там такими вопросами не задаются. Они там таких терминов не используют, для них все понятно и очевидно. Ну, в общем. Такое мудачье, бля, уебищное. Кошмар. Так вот, да, и обвинили там европейскую солидарность, да, что они даже хуже россиян, постоянно занимаются заказухой на волонтерские фонды, которые честно куда-то там приткнули бабки и не хотят за них отчитываться. Самой надежной борьбой с такими атаками была бы честная прозрачная отчетность финансовая. А их доказательства в который раз, вот этого Мальфура и Бучева, не доказательства, в который раз их доказательства не доказательства. Они там пропускают множество каких-то логических шагов, да, потому что если человек просто с кем-то знаком или куда-то ездил, блядь, или аффилирован с политической силой, этого мало, это наоборот логично и закономерно. Нужно следовать за деньгами, как, например, и с этими волонтерами, посмотреть, как они живут, на какой тачке ездят, и понять, почему не сходится их зарплата с тем, как они живут, с их уровнем жизни, с их машинами и квартирами. Точно ту же логику можно применить и к этим атакам, так называемым, на эти фонды, да, вот те, кто атакуют. Давайте за их финансами посмотрим, и тогда многое станет на свои места, где они берут деньги, кто это проплачивает. А рассказывать, что просто потому, что они их политические оппоненты, да это логично. Это очень логично получается, здесь нет никаких атак. Короче, говносос этот Мальфар, говнососы эти, мальфаровцы примазались к действующей политической силе и выдают это за какую-то крутую деятельность, реально важную. Привет, дружище, есть вопрос. А с чем связана такая дикая любовь Скабра? Я не знаю, кто такой Скабр, к тебе. Пухляш хочет твоего тепла? Может, хочет, но не знаю, кто такой Скабр. Друзья, не знаю, кто это нахуй такой. Ну, может, это опять чей-то друг, блядь, как это обычно бывает. Передай привет кому-то, да? Денис, реально за порох оттопать? Я сейчас за всех топлю, кто не у власти. Ну, а в этом случае невозможно не вступиться за европейскую солидарность и Порошенко, потому что вывод, который они пытаются навязать людям, европейская солидарность гирше россиян. И люди с этим носятся. Прекрасно, блядь. Но при этом, почва их выводов очень зыбкая.
почва их выводов, она не сильно отличается от того, что все, кто критикует Андрея Борисовича Ермака или президента, или офис президента, или действующую, ну, или самую крупную фракцию в парламенте, да, «Слугу народа», ну, те все работают на Россию, они же критикуют. Вот интересы, видите? Россия против их, и они против. Видите, одинаковые интересы, видите? Дивіться, пацаны, какие мне Миколайчик Чуни подогнал. М? Те заказывали, он юрист. Это тот юрист, с которым Глад Валакас созванивается? Скабр это из полка Ахмат, твой фанат вроде хорошо. Ну, если это такой хороший человек, что вы с такой пошлости начали тогда? Сразу про тела, сразу про секс. Про секс і акробатику, ви поняли. Ну, Порошенко газний ключ на 9 чи на 10. Что-то там было, что у него мотня здоровая. Хочу услышать твой комментарий на новость о том, что Германия готова отправить своих минотворцев, блядь, миротворцев в Украину, если Россия на это согласится. Министр обороны Германии Писториус. Ну доебали уже их с этими войсками, видимо, поэтому они такой комментарий дали. Ну я не знаю, а какой ты хочешь от меня комментарий, ну то есть... Понятно, что так при таких условиях этого не произойдет никогда. Это сказать нет просто другими словами. У вас недотрах, у нас недотрах, це факт. Ця тема про ІПСО проти топ-волонтерів, не тільки проти них. Там нещодавно 6-7 вищих командирів бригад Азову отримали квартири у понтовому ЖК Києву, самому дорогому ЖК Києву. Олешко розповсюдив ІПСО, да, і кремльовський шпіон Масійчук, да. Що з Азовського фонду вони їх всі купили. Прокопенко видав також фразу «Ми готові до аудиту». Ну, я на нее и посылался. Они все, конечно, готовы, но аудита не будет. Не, ну к тому же тут даже и аудит не нужен. Они же не за деньги фонда купили, а им их дал меценат. Честно говоря, если есть какой-то человек, представленный где-то в сети интернет, да, как говорится, контент-креатор, который ко мне неплохо относится, это уже охуенное достижение. Потому що обично я у людей почему-то визиваю ненависть. Масійчук, мій чоловік та син готові повернутися в Україну та вступити в ЗСУ, якщо Росія дасть дозвіл. Может, у немцев просто остались лишь плохие гены после войны. В придачу еще и политика свободной миграции дала результат. Ну да. Тоже версия. Тоже объяснимо. Ты понял? А, видимо, хорошие гены, они приводят к какой-то неизбежной тяге гены ухудшить. Типа разбиться на говно там об какую-то армію вторую, наприклад, в мірі там і так далі. А хороші новини будуть, звісно, всі новини будуть хороші. Кста питання, бачу, як у фонди притули підходящу мені вакансію. Як думаєш, чи варто подаватись, чи потім такий запис в резюме не буде зашкваром? Ні, зашкваром не буде, но сделка з совістю какая-то присутствует. Ну не всем же, блядь, ото по селам качок растить, да. Банальность зла. Не тут и людину спитав, в общем. Ну да, гены, они же как люди, умирают вместе с человеком, генобукин. Не нужно и с другой стороны смотреть, немцы, в принципе, могли бы объявить джихад. У фонд притулу треба свій плюс наш, не радив би, краще вже консультантом в конфі. Не, ну я не знаю. Слов'яни зіпсували німецький генофонд. Во, видишь, это вот человеку, который там что-то у меня советы спрашивает. Пиздец, Дэн. В натуре пиздец, Дэн. Скоро будет, как там, молчаливый Дэн. Пипец, Дэн. Скоро будет 3 года, как ты стримишь, блядь, 3 точки. Меньше, чем через месяц. Та-да, вот. И это многое обо мне говорит с такими результатами. Жду завершення політичної кар'єри Кличка. Ломаченко піде тепер в охорону працювати до Паші Мерседеса. Може таке бути. Ну вот, смотрите, да, это телеграм-канал Джокер, тоже лидер общественного мнения, да, на тему Мальфара, о которой я вам сегодня говорил. Синицын, чи как его, Синица, гнида из кадетов, да. Позывной майор, ну как, имя в Твиттере майор, известен тем, что продвигал кота Сырского. Супер тупая, не стрельнувшая позорная страница истории, да, вот этот кот Сырский. Так, ну, в общем, да, тем не менее, що ця людина пише, да, притулена, то есть буквально. Ахах, крапка. Тобто, почекайте. Получається, що 5-й президент армія мова віра, в кавичках,
медійно їбашив інші волонтерські фонди з допомоги ЗСУ з метою дискредитації волонтерського руху? В синхрон з ФСБ? Хто б міг подумати? Він же патріот. Пруфів на Осінтов Мольфар. Там велике дослідження, да, там охуєвше дослідження. Ну, плюс-мінус отак. Красноречиво это говорит в целом. Обо всем. Ты как укладку делаешь? Лаком херачишь, да? Жінку заставляю укладывать. Укладывать какой-то глиною. В Пентагоні припускають, що не встигнуть використати всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою ПДА. Ну це жесть. Згорять опять кошти. Згорять. Загорять, сука. Що ж вони там хуйово работают? На Троєщині популярний виконавець Ігор Вихарьков. Творог собрался. АК-47 получше будет, стыдно за вкус украинцев. Так АК-47 то когда было? АК то когда было, блядь, вообще. Давай посидим, давай подымим, давай поговорим. Эй, братан. А когда они писали хуйню? Бывает, не пишут. Зеленский назвал вопрос своей будущей карьеры очень уместным и допустил, что снова будет смешить людей. Ну, я видел этот фрагмент. Он сказал, что я не знаю, главное сохранить хорошее в себе. Думаю, что хорошее в себе они все давно уже истребили, честно говоря. Но тем не менее, говорит, все может быть. Ну, правда, все может быть. Так, Геопику популяризировал Гордон, поэтому и такая популярность. Геопипа. За законопроект, от которого усирается украинская правда. Положняк будет, че я все пропустил. Да похуй на него, вообще ничего не будет, ничего не писал. То все про эту информацию, да, ее распространение. Турбо похуй. На наступний стрім замовиш светра від Riot Division? Если меценаты занесут, то замовлю. А потом сяду в кабриолет, а я сяду в свой міні-купер і поїду мітингувати. В мене то що, в мене бронь. Ну а що ще чекати? Чмутовка була, зачіска як в Притули була, окуляри як в Лачена или як в Стерненка була. Чекаємо ніж як в Стерненка на стрімі. А вот тут какая шутка. Чують сучки запах большевизма. Та, блядь. Говно. Так хочеться, чтобы Михаилу Ткачу було погано, я не знаю вже. На любой блудняк согласен, тільки щоб Михаилу Ткачу було хуйово. Гордон обіцяє завершення війни до Нового року. Звідки інсайди в діда? Чи біда з головою? А я не знаю. Ну він багато чого обіцяв вже, але воно ніколи не збувається. То які ті самі виводи, які можуть у нас бути? Бля, вот это вообще никогда не пойму. Нахуя будучи Гордоном постоянно биться в потугах, чтобы какую-то такую хуйню выдать? Странная хуйня. Ну смотри, видишь, ее вспомнили. И так его вспоминают везде и регулярно. И он этим пользуется. По-моему, он, ну, удобно выбрал, да. Он в какой-то момент прошел порог, типа, ценности своего слова, да. И осталось только гайп. Только гайп. Гайпуя. Остались только вот такие последствия. Ну и вот. Интересно это. Ну да, в будущем, может, тяжеловато будет. Столько наговорил, блин, а оно не позбывалось. Но пока работает. Он, наверное, знаешь, несколько квартир в Киеве прикупил за это время. Пока ви. Він колись так потужно Ісландію розхуяв, да так потужно, що всі забули і ніхто не пам'ятає. Та тут, понімаєш же, в такій країні, в країні, де так вистроїлися відносини, у політичній інформаційній площині, да, де є афіліровані якогось у президента люди, пользующиеся протекцией офиса президента, все эти расследования, это, конечно, ну хорошо, но неравные шансы, неравные позиции. Я не забув. А народ бидло. Ну так он деньги зарабатывает, що йому ваш народ. Баба Будана теж багато чого вангувала, але поки на місці, ну поки на місці, да. Ну видишь, уже меньше стало достижений у него. Уже взорвали генерала. Ну не он, уже кто-то другой взорвал, блин. Да, бля, грустно это. Раньше хоть был каким-то ценным ресурсом в политсрачах, а превращается в инфопомойку. Ну да, деграднуло нормально. Это, может, знаешь, такая дембельский аккорд перед выходом в кэш потом после, может, краха всего, да.
Я не знаю. Я согласен. Ценного в нем только прошлое, смотреть его интервью с какими-то людьми. Недавно тоже видел смешной Мосфильм, где мужика прямо из каталки в бус загрузили. Ну, оно грустно, но смешно. Рано или поздно Гордон угадает с датой конца и потом будет до конца жизни вспоминать, мол, срал в корень, знал и б делал. Ну да, так он уже делал, кстати. Ничего не будет, а потом, а я же вам говорил, будет. Ну а кто так не делает, слушайте. Главное, чтобы квартиры множились. Это, видите, и выживаемость ему обеспечила, то, что деньги есть. А был бы он другим, честным каким-то, об нем бы все уже забыли, наверное, давно и не вспоминали бы. А потом бы его тихо посадили в тюрьму и все. Или уехал бы из страны тоже тихо. Сидел бы, как вот этот Ноу Пасаран, фашизм не пройдет. Рабинович, да, посмотрите, какой он сейчас деятельностью занимается. Ну, так он сказал, что он машины распродает, чтобы выжить, да, я не сомневаюсь. Віктор пише: ох, ребята, уже год не ходив в центр Одеси із-за ТЦК. А шаурми хороший хочеться. Ну, по-перше, це, мабуть, російський бот і троль пише в чат. Тому що як йому ТЦК заважає вийти в центр Одеси і купити шаурми? Я б ще повірив, якби ти не міг вийти в центр Одеси через те, що там дуже багато російськомовних, і там важко знаходитись. Це б я міг повірити, але з цією ситуацією українська держава працює. Українська держава, українські активісти, і це скоро зміниться. А ТЦК, чим воно тобі заважає, я не розумію. Ну, це, мабуть, бот просто написав це повідомлення, тому що, ну, потрібно просто вчасно оновлювати дані, не порушувати правила військового обліку, і з тобою всі чемно будуть спілкуватися, все буде добре. Просто чемно звірять дані і побачать, що ти є. І державі ж основне, що потрібно державі знати, це те, що ти є, як військовозобов'язаний. Це не означає, що їм потрібно оце м'ясо прямо зараз, щоб те взяти і. Ні, просто щоб знати, що ти є, і все. Ось так. Так, Гордон золотой слиток откопал в виде то ли одногруппника, то ли одноклассника швеца. Да, было такое. Его Ермак заставляет нести хуйню по-любому. Чем-то и бейшим шантажирует за интервью с Богданом. Не знаю. Не знаю, это уже конспирология. Тут еще кто кого шантажирует. Не може вийти в центр Одеси, тому що там черга до ТЦК. А, ще й російськомовна. Ну, черги. Там люди працюють, скоро черги зменшаться, можна буде вийти. Головне не порушувати правила військового обліку. ТЦК просто з'їдає всю шаурму. Про що ще ти міг подумати? Це дійсно правда. 20 тонн замороженных собак. Кстати, интересно, почему Гордон не выехал из страны? Это хитрый расчет или реальная позиция? Реальная позиция. Зачем бросать то, что еще доится? Не по теме, но как ухаживаешь за волосами? Мою шампунем и все. Ну, а потом там какой-то глиной их мажут, и они так лежат. Ну и к тому же он, если бы уехал, то свое положение значительно ухудшил. Все его враги сказали, что он съебался и вообще... Зачем ему это, если можно этого избежать? У Гордона була прикольна теза про свої інтерв'ю з всякими Пугачовими та Кравчуками, що він збирає портрет епохи. Ну, це вірно. Я думав, що ти скажеш, що він збирає доказательства на флешку, щоб потім відправити їх в АУ. Але, на жаль, навіть цього тепер не робить. Ну да. Как отомстить начальнику, если он отказывается платить 13-ю зарплату, аргументируя войной, звернутися до суду? Альтернативний натурал. Звернутися до ТЦК, ходив сьогодні у ліс, щоб назбирати матеріалів на йольський вінок до свята. Оце також планую. Поки слухав твій стрім, уже зробив. Основу виконав із букових паличок, а закінчив гілочками різних видів хвойних дерев. Вийшло годно, рекомендую. От також хочу таке зробити, але чекаю снігу, чи буде він взагалі до Нового року, бо зараз по грязі йти не хочеться, весь грязний будеш, ну і як-то настроєння нет никакого. А Вова зі Львова то вже не зі Львова, а в Штатах кліпи знімає. Ні, ну технічно зі Львова, просто Вова зі Львова в Штатах. Ну нормально, ну це мелочі. Мелочі. Вова зі Львова. Виталька. А Виталька, кстати, в Збройных силах, по-моему, где-то там. Ну, у них сомнительная, конечно, компания. Ну, что ж тут сделаешь. Месить глину за деньги. Дениса, вы не думали для решения аудитории пилить бьюти-контент? Станете популярным стримером и будете месить глину за деньги. Станем, конечно, когда-то. Как надоест. А у Балашова забрали квартири? Бо пишуть, заберуть квартири, як Балашова. Реально забрали? Я думал, что его игнорируют. Взяли тактику такую на игнорирование. Что хорошая тактика. Игрострим ждать когда-нибудь. Ну, к Новому году ждать. Я рассказывал, что обновил этот
Вуконг клан. Що за мода міняти букву Х на букву Г? Тепер треба казати «Руський воєнний корабль, іди нахуй». Ха-ха-ха. Це історично чи це придумав хто? Гаррісон Форд, Гіларі Клінтон. Ха-ха-ха. Иди нахуй. Не, ну слушай, блядь. Это только английские слова так транслитерируются. Гамаз, например, а не Хамас. Да? Гіларі Клінтон, як там писав. Гайп. А гуй не касается оно гуя. Ой. Ну да, такий новий правопис. Тому ми на гайпе. Сейчас зашел в инсту Гордона, он, оказывается, сейчас в США. Смотри, какой он красавец. Ну, я не буду смотреть, я верю. Я знаю, что он в США, он поехал и провел там серию переговоров, как он говорит. И обещает, что будут последствия. Тоді не Chicken Hut, а Chicken Hut? Да, Chicken Hut. Подражание английскому языку, лишь бы не как в русском. Ну да, русский военный корабль, иди нахуй. Но это хорошо придумали. Это я все думаю, какие на букву Х вещи з англійської мови в українську можна перевести. Порногаб. Наприклад. Stalker 2 окупився, йдуть перемовини з Netflix про кіноадаптацію. Сідорично представляємо. Це заявив власник GSC Game World Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes Україна. Перемога. Если в тюрьму его не посадят в Украине, как то у нас бывает. Гентай, да, до речі, гентай. Через Армія Плюс тепер можна повернутися із СЗЧ, а я сразу прочел, що можна оформити СЗЧ. А також повідомити про причини залишення частини, зокрема, вказавши на некомпетентність командира, повідомив Рустем Умєров. До 1 січня 2025 року повернутися можна без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Клас. А за хрен бороться на некий древний исконный язык, а потом менять его. Ну, в смысле, ты что, глупый? Надо читать мотивировочные части к таким изменениям и поправкам, да, там, в правопис. Там наверняка сказано, что так казали предки в Криївках, например, да. Гайпы и так далее. Це як з шагом. Не каждый догадается, но шаг так было всегда. Угу. Так что думайте. Та не, я думаю, что до Христа примотают, да и все. Шаг, ликоть, верста, да, полушка, целковый. Тогда нужно Министерство исконности, а то вдруг что еще не в порядке, так и не исконно. Это как я недавно читал новость о том, что кто-то предложил создать министерство конкурсов. Министерство, которое будет заниматься конкурсами. И я когда читал, я охуел, я думал, ну как и любой нормальный человек, подумал в первую очередь, что конкурсы как на свадьбах, там тамада, на шар прыгать, блядь. Ноги мыть и юшку пить. Думал, конкурсы такого рода. Министерство конкурсов, поняли? Ёпта, оказалось, это конкурсы, в смысле, ну, на должности людей принимают на конкурсные основы, да, на различные должности, да, на конкурсной основе принимают. И это имеется в виду конкурсы, ну, на державную службу, да. Ебать. Так сразу я и не понял. Думал, реально речь идет о конкурсах. Ну, а чё нет уже? Кого бы это удивило в целом? Конкурсы КВН, да, вот это самая несмешная часть из вообще, в принципе, не смешного КВН, это конкурсы. Ну, или я неправильно понимаю структуру КВН. Ну, там вот дают слово и типа придумай с ним шутку. Такой хуйня. Под названием, да, пора писать книгу под названием «Ультимативний положняк, повний тухес». Все, точно, пойду писати эту книгу. Друзі, дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Дуже люблю вас, цілую плечі. Бережіть себе. Бажаю вам багато вольтів у розетці. Угу. Ну і дякую ще раз тим, хто прийшов, дякую тим, хто донатив. Ідіть, слухайте свою гіопіку. Та бережіть себе, друзі. Цілую плечі і до встречі.